Привет! С вами Алена. Сегодня выполним стандартный комбинированный педикюр, который делают у меня в салоне. В данном случае работаю я, потому что у нас приболел мастер, и мне пришлось выйти заменять. Но на самом деле это один из тех случаев, когда я прям радуюсь. Это возможность поработать просто мастером, вспомнить старые былые времена. В общем, мне это совсем не в тягость, а даже в удовольствие. Пришли вот такие ножки, и я сразу смекнула, надо брать их на контент. Ну и вообще моя блогерская натура просто не дает мне возможности сделать что-то и не снять это на видео. Поэтому давайте скорее приступим к работе и посмотрим, что же с такими ножками нужно делать. Покрытия, кстати, у нас совсем не будет, потому что зимний период времени. Ну а по желтому налету на ногтевой пластине можно догадаться, что клиентка красит ногти сама. Я, конечно же, первым делом у нее про это спросила. Она говорит: да, я люблю красить, особенно красным лаком. Просто перед педикюром решила смыть, за что ей огромное спасибо, потому что смывать лак перед педикюром, удовольствие не из приятных. В общем, что мы сделали? Мы, естественно, сначала воспользовались антисептиком, протерли ножки, дальше у нас была апельсинка, подвинули кутикулу и перешли к оформлению свободного края. Свободный край я в этом случае предложила ей сделать анатомической формы. И что же это означает? Это значит не делать квадрат, как модно и как красиво, а сделать ту форму, которая задумана природой. Тем более, что обувь сейчас закрытая, и любой уголочек может впиваться, натирать или просто сломаться, например, если ногти отрастут. А длина здесь была достаточно приличная. В общем, уговаривать не пришлось, достаточно было просто аргументированно объяснить, зачем же мы это делаем, и она сразу согласилась. Ну а сейчас любимые раскопки. И эти мизинчики я просто вообще, когда увидела, обалдела от счастья. Думаю, сейчас будет классно, потому что я думаю, что многие сталкивались с тем, что вот мизинец, он как будто бы закрыт этой кожей, и его как будто нет. Но на самом деле он там есть, просто от давления в обуви, от эксплуатации ноги. Без этого, в принципе, невозможно. В общем, накатывает вот такой вот кожаный капюшончик, который просто нужно аккуратно зачистить. Также мы наблюдаем небольшие уплотнения кожи на подушечках. Это также означает, что обувь трется. Ну и вообще мне пришлось прочитать целую лекцию о том, как нужно носить чулочно-носочные изделия, как нужно оттягивать колготочки и носочки. По подбору обуви тоже мы с ней прошлись. В общем, все, что знала, все, что могла, ей объяснила. Потому что, когда я работаю с клиентами, я всегда рассказываю, объясняю. Во-первых, есть о чем поговорить, это самое главное. А во-вторых, можно помочь клиенту. Возможно, он чего-то банально не знал, как в нашем случае, по поводу носков. Ну и обработка более чем стандартная. Разве что вот эти синусы, которые мне не давали покоя в течение всего педикюра. Я думаю, у каждого, бывало, чистишь, а этот синус, он совсем не сдается. Это был как раз тот самый случай. В общем, после талька мы прошлись фрезой капля с красно-синей насечкой. Это та, которой я работаю сейчас. Я ее люблю как в педикюре, так и в маникюре, потому что она срабатывает максимальное количество кожи, птеригия, то есть она прям работает по полной, на мой взгляд. Это одна из моих любимых фрез, но не единственная, которой я могла бы работать. В общем, повезло, попался набор с этой фрезой, поэтому улыбаемся и пашем, как говорится. Ну а дальше уже мелкие нюансы и недочеты я дорабатываю фрезой пламя. В этот раз кончик у меня острый, но чаще всего в наборах бывает тупой. По какой причине такая фреза? Банально так собрали, видимо, девчонки, которые фасуют пакеты с инструментами. В общем, такой вот был набор. Но с остренькой, сразу говорю, надо быть осторожнее, потому что там одно неловкое движение, и все может закончиться не очень хорошо. Дальше у меня был мицеллярный тоник с эффектом мацерации, для того, чтобы размякло подногтевое содержимое, которое я дальше успешно убираю кюреткой. Движения мягкие, больно быть не должно. Просто достаем все, что там осталось, и прочищаем наши пазухи. Дальше по необходимости можно будет еще и подпилить, если какие-то махрушки остались. Ну и синус, с которым я, по-моему, в тот день боролась просто неоднократно. Он не давал мне покоя весь педикюр. Дальше делаем срез с кусачками. В процессе я понимаю, что что-то кусачки мне здесь не заходят, поэтому в итоге достала твизеры. А вот с кусачками я боролась именно в зоне синусов. И тут самое главное вовремя остановиться, потому что иногда бывает такое, что пытаешься вычистить, сделать максимально чисто, а на выходе получается ранка. Поэтому главное вовремя тормознуть. Остальные ноготочки я срезала уже твизерами. Это такие ножницы-пинцеты.
И перейдем к шлифовке. Шлифовка — это неотъемлемая часть маникюра или педикюра, потому что после среза нужно все сгладить, свести на нет, чтобы потом не пошла бахрома. Шлифовку я выполняю бутоном с желтой насечкой, это алмазная фреза. Также можно выполнять какой-нибудь силиконовый, там, подобафом выполнять. В общем, кому чем удобнее, у меня в основном вот такие вот бутончики. Хотя можно взять и шар, и микрофон насадку. В общем, их там очень много, как говорится, на вкус и цвет. Опять-таки, не забываем, тормозим вовремя. Вот так истошно вычищать синусы, особенно если нет никаких проблем, у вас не планируется покрытие, на самом деле особо не нужно. Но у меня постоянная потребность сделать максимально идеально, чтобы точно все было красиво. Но, как видите, один из синусов все-таки не совсем тот, который мне бы хотелось. То есть я все еще продолжаю с ним бороться, высматриваю там какие-то микрокусочки. Короче. Просто останавливайтесь, ладно? Не делайте как Алена, не будьте как Алена, тормозите тогда, когда нужно. Ну и дальше мы перейдем уже к обработке стопы. И пока я заканчиваю здесь этот неравный бой, я хочу сказать, что сейчас вы будете, наверное, задать вопрос, какой у меня пылесос. У меня пылесос Fabulant, который находится наверху. То есть он как бы и свет дает, и еще засасывает пыль. Сейчас я его покажу, его будет видно в кадре. И для педикюра, пожалуй, это, на данный момент, вот из всего, что я попробовала, на рынке самое лучшее. Потому что нижние пылесосы в подокабинете это совсем неудобно. Вот мы по-всякому пробовали, нам не зашло. В общем, с пальчиком, слава богу, мы закончили. Ногти подпилены, все ровненько и аккуратненько. И вот мы переходим к обработке стопы. Кстати говоря, на стопе тоже было много вопросов, много проблем. И самая главная жалоба клиента заключается в том, что она вся засыхает. У нее и пятки шелушатся, и вообще кожа, в принципе, в целом. На что я задала ей банальный вопрос. Я говорю, сколько воды вы пьете? Она говорит, я пью мало. Вот я хочу всем сказать, что воду нужно пить всем и каждому, без исключений, порядка 2 литров воды, и особенно вот в этот сезон отопления, потому что батареи дают сухой воздух. А еще она любит ходить по дому босиком, не используя ни носочки, ни пяточки. И такой образ жизни, он тоже дает о себе знать. Ноги от этого становятся сухими, и в итоге ты просыпаешься с утра, зацепляясь пятками о простынь. Тут тоже ничего хорошего, поэтому хотите быть красивыми, нужно выполнять определенные правила. И самое главное здесь пить водичку и ходить просто в домашних тапочках. Вот у кроксов, я тоже ей рассказывала, есть отличная серия тапочек, которые я сама лично использую дома. Они с массажным эффектом, мягкие, просторные, с открытым носом. Короче, приходишь с работы и кайфуешь от того, что у тебя очень удобная обувь. Ну, а завершаем процедуру мы полировкой бафом и молекулярным маслом. По-моему, тут масло Домикс, но это не точно, но кажется, я брала его. Вообще у меня много в работе и Атис, и Домикс, и еще там что-то. Да, вот в кадре видно сейчас, что Домикс стоит. Ну и самая вишенка на торте — это то, что у нас в студии «Красота» к услуге педикюра всегда идут в подарок вот такие красивые белые носочки. Просто дарим клиенту новые носки, чтобы после процедуры он пошел в чистеньком. Это очень приятно, а для нас это безопасность, потому что любой педикюр — это микротравмирование, а таким образом мы ограждаем клиента от занесения какой-нибудь неприятной грязюки. В общем, на этом у меня все. Всем пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч. Не забывайте, берегите себя и свои ногти.